Это не Жазиль. Жазиль была брюнетка, а это вся белая. Важно отметить, что документооборот компании важен для правильного корпоративного управления. Многие крупные организации, где менеджмент учился на MBA, прописывают себе правильные бизнес-процессы. Нужно сказать, что документооборот – это сам по себе бизнес-процесс, который носит вспомогательный характер, то есть он призван поддерживать и обслуживать основные бизнес-процессы, генерирующие прибыль компании. Правильно организованный документооборот не должен создавать больших трудностей для сотрудников. Если он создает ощутимые трудности, значит, он как-то недоработан или организован неправильно. И в свою очередь сотрудники должны чувствовать пользу от него, то есть от организованного документооборота должна ощущаться польза в работе. Ну, представим себе, что мы систематизировали нашу документацию в рамках нашей организации, прописали для различных документов свои процессы. Мы можем попробовать автоматизировать свой документооборот. Существуют решения самых разных масштабов. В рамках маленькой компании можно попробовать автоматизировать документооборот при помощи доступных офисных программ. А если мы имеем дело с большой корпорацией, к тому же распределенной территориально, то, скорее всего, руководство компании предпочтет купить специализированную систему по управлению документацией. Некоторые компании, стремясь обеспечить безопасность своей внутренней информации, сделают выбор в пользу собственных разработок. Это тоже возможное решение. Ну, предположим, что наш документооборот структурирован, архив организации тоже спроектирован и реализован. Пришло время поговорить о стандартах управления документацией. Стандарты существуют как отечественные, это разнообразные ГОСТы, так и международные. В Европе, например, очень большое значение имеет система стандартов ISO. В Соединенных Штатах свои стандарты. Для чего они нужны? Они нужны прежде всего для удобства взаимодействия компании с окружающей средой. Если представить себе крупную корпорацию, которая имеет филиалы или подразделения, например, в Европе или в Америке, то такие подразделения должны вести дела в соответствии с нормативами, со стандартами, с законодательством той страны, в которой они действуют. В особенности, если речь идет о публичных акционерных обществах. Эти подразделения должны в любой момент продемонстрировать прозрачность своего бизнеса, ее подотчетность регуляторам той страны, в которой они действуют, и соответствие стандартным деловым практикам, что, соответственно, улучшает их репутацию и их привлекательность для акционеров. В заключение нужно сказать, что организация документооборота и архива компании, будь то коммерческая организация или некоммерческая, и даже государственная, это всегда полезно. И оно совершенно не обязательно должно быть разорительным. Существует решение на любой масштаб компании и на любой кошелек.